находящийся в данный момент времени. А санскрит, он похож на тот язык, на который... А санскрит, это неправильно, правильно самскрит, самостоятельный, скрытный. Это наши предки для людей, живших в Индии, то есть для негроидов, дравидов и нагов, создали, то есть они их привели к ведической культуре, чтобы они не делали человеческих жертвоприношений богини Кали. И создали для них упрощенный вариант образного письма, то есть 48-буквенник. То есть 48 рун получился санскрит. И его имели право читать и толковать только мужчины. Брахманы, да, по-моему? Да. То есть только посвященные в тайную структуру. Но на великих праздниках, когда собиралось много народу, и когда один человек читает, это как бы, или там несколько человек, ну как сейчас принято говорить, по ролям читает, это не зрелищно. Поэтому данные вот веды еще и женщины в танце на холме воспроизводили, то есть при помощи пения и танца, пластики. До сих пор вот индийские танцы, они передают пластику. И вот этот уже сопровождающий напевом и пластикой язык получил название Деванагари, то есть Дева на горе.